Добрый день, друзья! Мы с вами очень часто говорим о поливе наших орхидей, о том, что вроде мы все правильно делаем, а корни все равно гниют у орхидеи. И просушиваем эти корни, и поливаем не так много, а все равно получается не очень хорошо, и появляются гнилые корни. И вот для того, чтобы разобраться в этом процессе, для меня важно знать, как это работает, чтобы сделать так, чтобы это было полезно и для орхидеи, и было правильно. Понять, как же это устроено все. Именно у орхидеи, и в частности у орхидеи фаленопсис. Потому что орхидеи очень много, это очень большое семейство. Они немножко разные, по корневой системе, по тому, как они растут, но принцип все равно практически у всех одинаков. И первое, что нужно знать, это разобраться в строении корня орхидеи. Корня орхидеи фаленопсис. Давайте с вами разбираться, что же это за такие у нас толстенькие корни, о которых мы часто говорим, чтобы они просохли, тогда только мы поливаем орхидею. Я вам поставила две орхидейки. Вот корешки. Большие, толстенькие, хорошенькие корни орхидеи с раскукленными, с растущими корнями. Вот такой кончик орхидеи, он может быть ярко-зеленый, может быть немножечко с фиолетовым оттенком. Это нормальное состояние кончика орхидеи. Это не говорит о том, что она чем-то больна, она находится, когда есть такой растущий корень, она просто находится в активном росте. При этом она растит цветонос. Это говорит просто о здоровье корня. А дальше вот эта серая часть, мы ее называем веломеном. Это мертвые клетки, когда корень растет, он потихонечку вырастает, а вот эти клеточки сзади него отмирают. Он небольшой, этот слой, но не живой. А под веломеном находится живая ткань именно корня. Как же в общей сложности работает вся система вот этого толстенького корня? Веломен пропускает в себя, когда мы начинаем поливать орхидею, он просто пропускает, дает возможность воде проникнуть вовнутрь корня. Под веломеном потом находится слой экзодермы, потом находится слой коры, потом находится слой эндодермы. И то, что мы называем, последнее, то, что мы называем тяжем, это осевой цилиндр, что в принципе и есть сам корень. Так вот, когда водичка, мы полили орхидею и увидели, что наш корень стал ярко-зеленым, вот этот веломен, он просто пропускает воду вовнутрь корня. И орхидея никак не может повлиять на то, что веломен пропускает воду вовнутрь корня. А вот дальше идут совершенно другие процессы. Корень является накопителем этой воды. Он как цилиндр, который наполнился водой, а дальше он не подает как поршень воду в орхидею. Только листья орхидеи могут дать сигнал корням для того, чтобы начать впитывать из корней воду. А теперь давайте разберемся дальше, как же остальные процессы происходят в орхидее. Что же случается, когда вода в корне накопилась, а дальше ничего не происходит? И вот здесь мы из курса, наверное, 5 класса еще знаем, что растения, все химические процессы, которые происходят в растении, называются фотосинтезом. И фотосинтез происходит только на свету. То есть у нас есть энергия света, у нас есть вода, у нас есть углекислый газ, который поглощается всеми растениями на свету, и происходит вот этот фотосинтез.
растение выделяет кислород, ну не будем говорить, что еще растение выделяет, ну из 5 класса мы все знаем, что поглощает углекислый газ, выделяет кислород. Но этот процесс происходит только на свету. И когда наша орхидейка, мы ее напоили водой, в веломен зашла вода, остановилась на границе этого корня, что же должно произойти? Листики орхидеи должны дать сигнал на впитывание влаги. А этот сигнал она может ему дать только тогда, когда ей достаточно света. В темноте ничего не произойдет. Я вам все время говорю, что орхидеи, они не такие растения, как обыкновенные. Они все делают по-своему. И когда достаточно света попадает на листья орхидеи, только тогда орхидея подает сигнал на поступление этой воды к ней. И тогда эта вода, которая прошла через веломен, проходит через все остальные стадии корня. Не буду вам рассказывать, там разные процессы происходят. Это очень, сложно, и нам это не нужно. Нам нужно понять, что именно листья орхидеи дают сигнал для поступления ей влаги. А если орхидее не хватает света, или она находится на границе этой освещенности, причем границу определяет, естественно, не мы с вами, а именно листья орхидеи. Есть верхняя граница освещения, есть нижняя граница освещения. Я как-то вам рассказывала, живут ли ваши орхидеи в темноте или нет. Оставлю вам ссылочку на это видео. Вы посмотрите, как мы считаем, вот из практики, как мы считаем, что нижняя граница для фаленопсиса это 2500 люкс. А верхняя граница это где-то около 7000 люкс. Тогда листья орхидеи дают вот этот сигнал корням для того, чтобы в нее поступали вода, или мы поливаем орхидею с удобрением, нужные ей вещества. Она просто начинает через листики это все испарять. Начинается процесс фотосинтеза. А когда ваша орхидея, например, стоит далеко где-то в глубине комнаты, и ей не хватает освещения, она никогда не даст корням этот сигнал. Она не может этого сделать. У нее нет солнечного света, у нее нет вообще освещения. И тогда в корнях вода остается. Она так там и остается. Она никуда не денется. И казалось бы, вот мы с вами полили орхидею, а она у нас стоит в глубине, и ей не хватает, не в глубине, а где-то там, где ей не хватает вот именно простого света. Потому что не все могут поставить на подоконник, где есть там хорошее освещение или плохое освещение. И что происходит с корнями? В корнях эта вода так и остается, сигнала нет. Вода не поднимается к растению, растение теряет тургор, потому что просто не хватает света для того, чтобы орхидея вам просигнализировала и сказала, что да, мне нужна вода для того, чтобы я жила, для того, чтобы я растила новые листики, мне нужны удобрения, мне нужно еще что-то. И вот эти корни, казалось бы, веломен высох, вот веломен сухой. А внутри этого веломена, вот этой губчатой структуры, ее еще называют общим названием паренхима, вода стоит. Вода никуда не делась. Вот она стоит день, стоит два. Орхидее все время не хватает этого света. И она засыпает. У фаленопсиса нет в природе периода покоя. И если все время есть хорошее освещение, у него тоже нет периода покоя. Но если освещения мало, она как бы уснула, она не работает, у нее не идет процесс фотосинтеза. Она не испаряет листиками влагу. А если она не испаряет листиками влагу, эта влага из корней ей не нужна. И вот в этот момент корни начинают загнивать. Мы же с вами всегда прекрасно знаем, когда мы купили орхидею новую, принесли домой, очень-очень редко бывают у орхидеи вот такие растущие, как я вам показывала, такие растущие корни. Потому что в этот момент орхидея в темноте,
едет к нам с вами в каких-то там закрытых машинах, там только держится температура, чтобы она не заморозилась или не стало ей очень жарко. А света там нет. А без света кончики корней вот так закукливаются. Это первый знак того, что орхидеи не хватает света. И пока орхидея к нам едет, вот эти 5-7 дней, вот так закукливаются кончики, это только из-за того, что она едет в полной темноте. И для того, чтобы орхидея начала у нас опять расти, мы ее ставим в хорошее освещенное место. Вот почему мы все время говорим, даем ей адаптироваться. Мы даем ей адаптироваться по свету, для того, чтобы она начала вот этот влажный грунт, о котором мы часто говорим, что мы купили, там все мокрое. Вот она и едет мокрая, потому что она не может испарять листиками эту влагу. Поэтому сигнала не происходит, чтобы из корней впитывалась влага, и орхидея ее отдавала. Поэтому мы с вами получаем мокрую орхидею с закукленными корнями. И что в первую очередь надо сделать? Ну, я не говорю сейчас о том, что мы ее там приводим в порядок, протираем листики. Нам нужно поставить ее в хорошо освещенное место, чтобы она опять вспомнила, что она жила при свете, и корни у нее росли. Потому что обычно орхидеи выходят от производителя в очень хорошем состоянии. Иногда эти корни доезжают, просто 1-2 там корешка бывают раскуклены, хорошие, растущие, но чаще нет. Поэтому нам нужно дать орхидее покой для того, чтобы она опять вспомнила, как же идет процесс фотосинтеза у нее. Опять начала впитывать, давать сигналы вот эти для того, чтобы из корней получать влагу и испарять листиками. Что еще важно? Если у вас находятся орхидеи под искусственным освещением, это прекрасно. А вот если у вас стоят орхидеи на подоконнике, а там нет дополнительного искусственного освещения, и вы находитесь где-то в средней полосе, ну давайте я буду говорить про Россию, в средней полосе России, когда летом достаточно солнца. И почему наши орхидеи весной начинают оживать? Потому что появился более длительный световой день. На нее поступают солнечные какие-то лучи. Да просто хватает освещения для того, чтобы она начала работать со своими листиками и с корнями. А вот зимой все значительно сложнее. День очень короткий. На подоконниках холодно. Батарея снизу печет невероятно. И казалось бы, у нас корни высохли, а высохли они исключительно из-за того, что снизу жарит эта батарея. И это не говорит о том, что это именно орхидея дала этот сигнал на получение для себя влаги. У нас просто корни высохли от того, что температура в комнате высокая, температура у корней или у субстрата. Он просто просох, потому что есть батарея, или не просох, если нет батареи. А орхидея находится в такой темноте, ей не хватает этого света. Ну, давайте говорить о том, что вот у нас, например, я живу в Ростове-на-Дону, у нас зимой в 4 часа вечера уже темно. Орхидеи недостаточно этого. И недостаточно этого света, да еще зимой же пасмурные дни, солнышко-то бывает очень редко, а есть такие регионы, в которых и весной идет дождь, и все время темно, пасмурно, и солнечных дней бывает крайне редко. А орхидеи растут в природе там, где и температура почти все время одинаковая. Есть такие места на нашем земном шарике, где все время среднегодовая температура где-то примерно 25 градусов. А солнечного света достаточно для того, чтобы орхидея 2, 3, 4 часа, для того, чтобы орхидея начала работать своими листиками, начали не корни работают как насосы, а листья, корни — это накопитель.
А листья дают сигнал, чтобы заработали эти все клеточки этого корня, и чтобы вода начала поступать в листики орхидеи, открывать устицы и испарять. И вот здесь происходит газообмен, то есть она поглощает углекислый газ, отдает кислород. Ну, просто должен заработать фотосинтез. Тогда у нее и листики будут упругие, и не начнет она терять тургор, и зацветет вот так прекрасно. Но есть нюансы. Вот мы все время говорим о том, что нужна вода, нужно удобрение, нужен свет, нужна обязательно какая-то влажность воздуха. Вот эти нюансы очень пограничны. Есть регионы, в которых большая влажность воздуха. И что делает орхидея? Когда на нее приходит достаточное количество света, она впитывает из корней влагу, и в этот момент влажность воздуха, вот для ее жизни, ее устраивает там 50-60%. А если влажность воздуха повышается до 80%, и даже у кого-то бывает и 100% влажности, закрывает свои устицы и перестает испарять воду из листьев, и как следствие она перестает забирать воду из корней. Еще есть такой нюанс. Если у вас в квартире летом очень жарко, вот фаленопсис, у него температура, он может вполне хорошо себя чувствовать до температуры 35 градусов. Но если на листик приходит 35 градусов, то представляете, что происходит с корнями. А корни в температуре 35 градусов, им очень жарко. И здесь тоже происходит ступор. Здесь корни уже не могут отдавать ничего орхидеи, потому что им жарко, они начинают преть, и если в них сохранена какая-то эта вода, то это все начинает загнивать. Вот здесь происходит гниение корней. Холодно происходит, если корням холодно, происходит то же самое. Вот эти маленькие нюансы нужно всегда учитывать при том, когда мы растим наши орхидеи. Идеальные условия мы не можем нашим орхидеям создать никогда. Мы живем с вами не в тропиках. Но когда мы знаем, что происходит, что именно листья дают сигнал корням, тогда мы с вами можем подумать, в каких условиях у нас находятся орхидеи, достаточно ли им света, тепло ли им или жарко, какая влажность. Орхидеи сейчас, наши орхидеи гибриды, и их сейчас стараются вырастить так, чтобы они больше были приспособлены к меньшей влажности. И создать, например, в своих условиях 50% влажности я не могу, даже если у нас идет дождь. У нас больше там 40-47% влажности. Даже на балконе, когда у меня открытые окна и идет дождь, все равно не получается. У меня средняя влажность в квартире 35%. Больше не бывает. Но я точно знаю, что у меня орхидеи стоят под хорошим светом. Кстати, этот свет не обязательно может быть специализированный. Вот сзади у меня там обыкновенные стоят светодиодные лампы. Но освещение у них порядка 4-5 тысяч люмен. Приходится именно на листик орхидеи. И вот в этот момент она прекрасно испаряет влагу из корней. Еще есть такой нюанс. Вы меня часто спрашиваете, могу ли я полить орхидею вечером? Вот сейчас, наверное, становится понятным, что если у вас вообще нет никогда другого времени для полива, и вы ее польете вечером, имейте в виду, что если она у вас стоит в теплом помещении, и если на нее утром будет приходить или свет, или солнышко, или у вас включатся лампы, да, она успеет дать сигнал корням для того, чтобы начать испарять листиками воду. А если вы ее полили вечером, а освещения у вас будет недостаточно, вот здесь есть как раз-таки тот пограничный нюанс, когда корни могут загнить.
Еще, если хорошее освещение, и орхидея работает прямо как часы, здесь она выкачала воду из корней, здесь она ее испарила, здесь у нее прекрасно идет процесс фотосинтеза. Невозможно сказать никогда, что нужно поливать там через 5, через 6, через 2, через 3 дня. Мы смотрим только на корни орхидеи. Мы должны с вами понимать, выкачала орхидея из корней эту воду или не выкачала. И только после этого давать еще раз полив. А все время все спрашивают, через сколько дней? Да не через сколько, а как отработала корнями орхидеи. Наблюдайте за своими орхидеями, и вам станет понятно, то ли у вас батарея сработала и корни орхидеи стали сухими, то ли действительно орхидея взяла влагу для себя, для своего питания, для своего роста, для своих химических процессов, которые у нее происходят. Она за счет этих химических процессов, за счет того, что мы ее удобряем, она растит листики, вот это происходит деление клеток у нее, растут корни. Все это происходит только в процессе фотосинтеза. А фотосинтез невозможен без света. Вот это самое, наверное, главное, что нужно знать вот в этом процессе и понять, как вам нужно поливать орхидеи. Если у вас орхидея не получает достаточного света, она как бы затихает в росте, закукливает корни, не забирает влагу из корней, и вот здесь-то и происходит процесс гниения корней. Влага в корнях стоит, девать им ее некуда, и вот они, гниющие корни. А мы все думаем, листики начала, тургор начала терять. Мы думаем всегда, орхидее не хватает влаги, а у нее ее достаточно, ей просто света не хватает. Ну вот такие нехитрые процессы происходят в нашей орхидее. Нюансов еще очень-очень много. Но для того, чтобы вырастить такое красивое и очень нами любимое растение, нужно за ним обязательно наблюдать. Наблюдать и понимать химические процессы, которые в них происходят. А с пониманием приходит, наверное, опыт. Сегодня показываю вам орхидею Masterpiece. Мы ее с вами пересаживали, растили ей корешки. И вот она зацвела. Было это давно, покупала я ее, наверное, еще летом. И говорила, к весне увидим цветение. А вот цветение орхидеи Masterpiece. Надеюсь, что сейчас вам стало более понятно, как растут корни орхидеи и как она сама себя снабжает влагой и нужными ей питательными веществами. Конечно, если остались вопросы, пожалуйста, задавайте. До новых встреч! Увидимся на канале!